Всем привет, с вами Дэн и Венецианика. Золотистые оттенки, вот буклет. У них уже новые версии. И вообще, конечно, Венецианика вот в плане подхода к упаковке, к буклетам, к представлению моделей, к истории работы с брендом, наверное, один из самых сейчас ведущих микробрендов, хотя же, наверное, Венецианика не назовешь микробрендом. Большой объем продаж в последние годы. Больше 5 миллионов евро. Вот они публиковали за прошлый год. Ну, короче, открываем коробку и... Хо-хо-хо. Вот это да! Это, на мой взгляд, наверное, одна из главных их новинок года. И уж точно невероятная новинка именно вот конца года. Потрясающая модель. Сейчас я сниму с нее пленочки, распакую, и мы, конечно же, продолжим, потому что здесь есть о чем поговорить. Вот у нас, значит, еще здесь сертификат, еще клуб Венецианика. И, собственно, давайте уже к самим часам. И я вот, это, конечно, потрясно. Вот когда просто первый раз открываешь коробку и смотришь на них, думаешь, блин, ну вот это круто. Венецианика Арсенале Бизантино или Византия. Это первая Венецианика, насколько я понимаю, с гравировкой. Здесь корпус, браслет, безель, все в гравировке. И модель как раз такая вот она и в стилистике византийского искусства, ну и в целом, как говорит Венецианика, это мостик между Венецией и Византией. И это, конечно, потрясающе. То есть здесь уже вот больше в искусство идет. И мне очень нравится Арсенале линейка. Я вот ее включил в топ-10 за 2025 год. А вот эта версия, она, наверное, шаг вперед. Это еще более интересно. Здесь еще роскошнее модель. Она при этом такая же строгая, здесь с такими же аккуратными, элегантными пропорциями. Но вот только роскоши здесь есть. Честно говоря, никогда не обращал внимания на часы с гравировкой, как-то не привлекали меня. Но, возможно, это было просто потому, что не было именно вот элегантной, эстетичной, роскошной модели. И Венецианика это сделали. Мне понравилось, мне реально понравилось. И мне нравится здесь, как вписан циферблат и его цвет, оттенок именно вот с этой игрой, как он переливается вместе с гравировкой. Потому что, посмотрите, у нас градиентный циферблат черный по внешнему краю циферблата и такой дымчатый серый в центральной части. И этот циферблат еще и эмалевый. Эмалевый градиент, красиво. И вот здесь у нас где полированные участки, открытые, да, с зеркальной полировкой, те участки, которые не покрыты гравировкой, как раз красиво перекликается. Зеркальная полировка и гравировка, да, и она хорошо пересекается как раз с самим циферблатом, то есть вот с этим серой частью, как будто бы с гравировкой, а черная часть как будто бы с зеркальной полировкой, особенно когда яркий свет на них попадает. Классно. Здесь с читаемостью, в отличие от других некоторых вариантов в Арсенале, вообще никаких проблем нет, потому что метки находятся именно вот в черной части градиента, они с зеркальной полировкой, они покрыты суперлюминовой, поэтому здесь читаемость шикардос просто. И мне очень нравится сам по себе этот циферблат, даже безотносительно корпуса и как он отделан, очень круто выглядит. Наверное, это мой любимый сейчас на данный момент именно вот версия циферблата у Арсенале. Здесь еще и солнечные лучи даже есть. Внутри у нас стоит, а здесь, смотрите, какая здесь гравировка красивая. На задней крышке здесь Юстиниан и Феодора, это византийские императоры и императрица. Тоже гравировка, и задняя крышка тоже покрытая гравировками, и вот изображением. Здорово. Ну и основные характеристики здесь тоже есть. Так вот, под задней крышкой, собственно, Miyota 9039, японская премиальная версия вот Miyota. И, кстати, тот факт, что здесь не, допустим, Селита, позволил подснизить цену на часы, потому что здесь 900 евро за такую версию. С эмалевым циферблатом, с гравировкой по корпусу, вау, это круто, Венецианика прям красавчики. Дальше по характеристикам сталь 316L браслет корпус, сапфир с внутренним антибликом, 50 метров водозащиты, так что можно в душ с ними сходить. Суперлюминова BGW9. Ну и давайте характеристики посмотрим, размерчики точнее, да.
По безелю чуть тоньше, чем корпус, 38,5, а по самому корпусу будет, да, вот 40. Высота. Высота 9,6 я намерил, и всегда я почему-то намеряю 9,6 по Арсенале, хотя заявлено 9,95. Видите, даже получается меньше, шикарно. Высота, конечно, потрясающая. Высота делают эти часы с интегрированным браслетом как раз вот такими элегантными, как я думаю. Плюс браслет, вот новый браслет Canova, он шикарный, он очень удобный, очень такой гладкий, такой мягкий, шелковый, потрясающий браслет. И застежка раскладывается, ну и здесь невысоко, поэтому такие часы можно носить как угодно, под рубашку, под костюм, хоть под футболку, как вам нравится. Мое запястье 18,5, слушайте, на запястье. Ой, красиво, роскошно, да. Шикарно. Про запас сантиметрика 4 здесь есть, но эти часы явно на среднее запястье, как мне кажется. Среднее чуть более крупное, чем среднее. Наверное, где-то от 17,5 они будут хорошо сидеть на запястье. Шикарно, мне нравится, как смотрится. Слушайте, никогда бы не подумал, что мне понравятся часы с гравировкой, но это вот первый случай, и это действительно красивые часы. Такие часы хочется носить. Очень красивый циферблат. Ну, рассыпался я в комплиментах, но, собственно, а что поделать, если действительно классная и удачная, на мой взгляд, модель. Давайте еще о простом, о прозаичном, что тут по весу на полном браслете. 140 грамм, чуточку поменьше. Они не тяжелые, но, знаете, вот вес немножко чувствуется на запястье. И вот любители, как вот я, например, того, чтобы чувствовался вес, они как раз оценят. Ну, вот это, конечно, новое слово среди микробрендов. И очень красивый, простой, лаконичный циферблат. Нет ничего отвлекающего. Нет даты, лого в виде креста, венецианика внизу, отметки 6 часов и все. И метки. И минутная разметка здесь тоже есть, поэтому с читаемостью вопросов никаких не будет. Ну и задняя крышка тоже произведение искусства. Да, это вау, это круто. Напишите, как вам эта модель, какие венецианики у вас есть. Кстати говоря, по поводу заказа, если есть интерес, то у меня есть возможность, благодаря вот тому, что я договорился с владельцем венецианика, часы эти покупать на заказ. Так что, если что-то интересует, любая модель, пишите мне в личку в Telegram, и я оставлю ссылку в описании к ролику. Обсудим этот момент. Ну, а по итогам обзора хочу сказать, что, как мне кажется, наверное, вот эта модель даже еще лучше той, которую я выбрал в топ-10 Арсенале за этот год. Там я выбрал версию Метеорит. Но я думаю, что эта версия Бизантина, это номер один, просто номер один в этом году. Венецианика — это потрясающе классная и душевная модель. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же, увидимся.